Как справиться с тревожностью буквально за 3-5 минут. Нейрографы уже знают это упражнение, но мы его будем использовать сегодня немного по-другому, для того, чтобы успокоить нашу тревожность. Упражнение называется «20 слов за 2 минуты». Итак, альтернативное использование. В чем заключается способ? Вы берете таймер и засекаете на 2 минуты. Ваша тревожность всегда на какую-то тему, на какую-то определенную ситуацию. Засекаем время на 2 минуты и просто потоково, то есть все слова, любые, которые приходят вам в голову, начинаем писать. Когда 2 минуты прошли, мы начинаем анализировать наши слова. Если слов меньше, чем 20, меньше, чем 18, это значит, что тема, на которую вы тревожитесь, не такая острая. И тут может быть несколько вариантов. Первое. Вы не до конца с собой честны и выбрали не ту тему. Второе. Вы старались хитрить и не писали все слова потоково, которые идут в голову. Вы все-таки подключали ваше сознание и фильтровали слова, не позволяя бессознательному проявить себя и выбросить все на лист, что сидит внутри. Так? И третье. Эта тема на самом деле не так уж сильно вас тревожит. Сейчас вы думаете о чем-то другом. Либо же это не главная причина. А возможно, вы вообще не брали тему и просто потоково писали слова. Так тоже можно, если вы не понимаете, из-за чего происходит проблема, из-за чего вы тревожитесь. Анализ слов будет другим, расскажу в следующем видео. Если вдруг слов меньше, не расстраивайтесь, все в порядке. Вы можете работать с тем списком слов, которые уже есть, а можете включить еще 2 минуты и снова пописать. Посмотрите на свои слова и посмотрите, каких из них больше. Можно взять 2 карандашика. Оранжевеньким я буду выделять позитивные слова, бирюзовым я буду выделять негативные слова. Таким образом, можно посмотреть, каких из них больше. Можно подчеркивать, можно обводить, можно просто почитать и понять, в таком, скажем, и уже интуитивно понять, чего там больше. Ну что, поехали. Позитивные. Так, понятно, да? Так. Это тоже такое двоякое чувство. Некоторые слова могут вызывать двоякие чувства, когда вы их читаете. Так, собственно, понятно. Тут можно даже не 2 цвета брать, да? А брать какой-то один и выделять один. Визуально видно, да, что у меня негативных слов больше. Что мы делаем в этом случае? Мы читаем все эти слова и находим те, которые нас триггерят больше всего. Именно в этих словах находится корень проблемы, корень тревоги, и именно с этим вам нужно работать. Вот у меня, например, род, судьба, последствия, бесконечная гонка. Я понимаю, о чем мне, да, в моей теме. Мне кажется, что мне на роду написано, поэтому судьба ведет так, что в моей ситуации будут какие-то страшные последствия, у меня будет бесконечная гонка, я буду бегать по кругу. В моем случае проблема психологическая. Тут можно работать с психологом, с психотерапевтом, с коучем, но я предпочитаю работать, конечно, при помощи нейрографики. Потому что на каждое из этих слов я знаю, какой алгоритм подобрать, как это все проработать, для того, чтобы идти вперед, и тревога меня на эту тему больше никогда не беспокоила. Более того, поскольку я буду прорабатывать не только тревогу, но и стремление вперед к своей назначенной цели, я приду намного быстрее. О чем говорят слова, которые окрашены и позитивно, и негативно? Да? Вот, например, у меня судьба и семья. Это вроде бы позитивные слова, но я чувствую негатив от этого. То есть судьба у меня здесь не в позитивном ключе, а в негативном. И семья — это не то, что она меня поддерживает, а потому что я ее люблю, но я за нее тревожусь, что она, например, пострадает в этом случае, да, или, не знаю, отвернется от вас, если вдруг вы придете к своей цели или не придете к своей цели, да. То есть и позитив, и негатив. Вам нужно просто отдельно поработать с этими темами, да. Буквально одно рисование, и ваш негатив уйдет, и от этой темы будет веять только позитивом. Более того, она станет вас поддерживать и питать на пути к тому, к чему вы идете. Если на вашем листке позитивных слов больше, замечательно, значит ваш мозг настроен на решение проблемы. Мозг интуитивно видит выход из сложившейся ситуации. Смотрим на список и выделяем те слова, которые триггерят вас, которые откликаются, от которых вы аж заряжаетесь. Именно в них кроется ответ на то, что вам делать дальше, на что обратить внимание и как прийти к позитивному исходу. Например, у меня удача, любовь, свет, жизнь, сообщество, клиенты, план. О чем мне это может говорить? Да? Анализируем свои слова. Настроиться на то, что впереди меня ждет удача. Это уже хорошо. Да? Нести свет людям, дарить свою любовь, быть открытой, показывать свою жизнь и жить жизнь не в погоне за чем-то, да, а в спокойствии. Идти вперед смело по жизни, своим путем,
да, и, возможно, транслировать это сообществу, да, сформировать свое сообщество, которое любит мирографику, которое объединены мы каким-то общим стремлением, например, избавиться от тревожности, да, вот, и мы вместе будем рисовать, идти вперед к успеху, так сказать, да, спокойной, счастливой жизни. Транкила, как говорят испанцы. Вот, обязательно пишем план, да, то есть сейчас я должна прописать план, чтобы расширить сообщество, да, транслировать, например, кейсы клиентов, чтобы собрать больше клиентов. Вот, отсюда у меня пойдет благотворительность, у меня где-то там есть это слово, вот, вот оно сюда идет. И нести это все через свою жизнь, свой опыт, даря любовь, свет и счастье. Если вдруг вы написали, и вы не можете разобраться со словами, пишите, я вам помогу. Если вы досмотрели до сюда, значит видео вам явно полезное. Присоединяйтесь, впереди вас ждет много лайфхаков, полезной информации и бесплатных алгоритмов.